И вот это очень важная вещь, понять в итоге, да, живешь ты или выживаешь. Это необыкновенная вещь, которая должна быть, наверное, в жизни каждого человека переломным моментом. Есть такое, где-то вычитал или услышал вот такой вот момент, что жизнь проходит, жизнь дается один раз, жизнь проходит быстро, остается лишь только то, что было сделано с любовью. И это является секретом всех времен. Действительно, у вас такая работа, это адвокаты будущее, да? И такая необыкновенная работа вообще, очень просто, чтобы все было правильно, да? Чтобы, безусловно, какой бы ни был человек, все люди, нет такого, да, одного нужно любить, другого не нужно любить, да? Один там сделал зло, да? Значит, нужно его наказать, достойно любви все. И вот это наличие этого понимания, что нужно любить всех людей на свете, которые есть сегодня, которые были, которые будут, да, просто необыкновенно правильное решение. И кто это будет делать, воплощать в жизни те обещанные вещи, которые в религиях называют раем, еще везде описывается, да, имеется в виду идеальное отношение между людьми. Кто это будет, как не мы? И я уверен, что это начнут воплощать те люди, как бы их не отвлекало ничего, там, что нас окружает, те люди будут отличаться от нас, которые воплотят эту концепцию, тем, что они будут всего лишь менее ленивые и менее робкие. И я вспоминаю наших дедушек и бабушек, которые всегда говорили, особенно в детстве, все воспринимаешь через какую-то свою призму. Не ленись, не бойся. Думаешь, не ленись, имеется в виду, сразу ты ассоциируешь это с огородом. Надо пахать, копать, значит, да? Это очень важная вещь. То есть все время действовать и иметь эти правильные ориентиры, конечно, любовь. Вот это я хотел вот сильно об этом рассказать. Вопросы какие-то, да, и помогайте мне, потому что мне очень много чего есть вам рассказать. Везде ездил по всему миру, выступал на играх патриотов. Я еще являюсь таким актером. И все время, конечно, роли такие, но только в российские, к сожалению, не все фильмы сюда доходят, такие спортсмены, а в основном везде, где нужны фактурные такие внешности. Это ракетеры, всевозможные бандиты, охранники. Вот такая штука. Как вы начинали свой путь? Ой, начинал путь с сиси, как и все. Кушал. И подумал. Вот, знаете, хочу вот о чем поделиться с вами. Однажды я так подумал, думаю, я не пью, не курю. Кстати, хочу вам рассказать о привычке. Это такая необыкновенная вещь вообще, когда понимаешь, что все мы состоим из привычек, и одни привычки на нас работают, а другие привычки мы их обслуживаем, да? И очень много таких привычек нам дают с детства, и нам кажется, что сложно от чего-то избавиться. Я, например, курил 10 лет, там, с 7 класса, вернее, с 7 лет до 17 лет, 10 лет курил. Так курил по 2 пачки. Но потом подумал, есть же люди, которые не курят. А я так все время думал, невозможно, как это не курить? То есть это с детства, я даже другого варианта не представлял. Ты бросаешь и приобретаешь привычку не курить. И потом понимаешь, ух ты, как интересно. Как можно, да, постоянно менять любое действие и любое бездействие. Нужно поделать буквально где-то 3 недели, 21 день, и это становится твоей неотъемлемой частью. И начинается, так, что же такое более, начинается такое совершенствование себя в поступках, там, тела, его наполнение, там, выбираешь уже, чем ты будешь заниматься, если это бизнес, да, на что он должен быть ориентирован, начинаешь в этом копаться, и все пути ведут к такому, знаете, именно к свету. Ты начинаешь, то есть ставишь, начинаешь копаться, вот эта ориентация, когда ты хочешь отыскать какой-то абсолют, да, и хочешь что-то глобально, думаешь, уже пробовать, раз так все воплощается, все меняется, хочется что-то достойное, начинаешь копаться, все приходит к любви, и все, любовь, и все, силы. Такая необыкновенная правда. Конечно, хотелось бы, чтобы вы меня не так услышали, как какой-то религиозный там пришел батюшка где-то, да? Но именно вот это все из практики, что с чем я столкнулся, потому что когда-то, думаю, спортсмен, напрячен, не пью, не курю, что это выничать, салат. Сегодня нет денег вообще. А почему? Потому что
Так хочу в начале вашего пути сказать, что не нужно ориентироваться на бабло. Ни в коем случае вообще. Это такая дилемма. Ориентирована на деньги – это большинство людей. И это самая необыкновенная неудача. Я закончил MBA, ну, буквально недавно, да, в МИМе, и прихожу и смотрю, что же происходит. Только обучают все, как тебе нужно получить деньги, да. И, к сожалению, действительно, с людьми общаешься, все цели у людей связаны с деньгами. Но потом понимаешь, что когда я сюда зашел, здравствуйте, богатыри и богатырши, да. И вот действительно задумался, мы так не до конца понимаем свою речь, на которой общаемся, да. И действительно, богатырь и богатый человек – это тот человек, в ком много Бога. Многие люди не понимают, Бог есть любовь. Я думаю, об этом не нужно говорить и не изъяснять. Почему? Да, именно любовь. Везде об этом пишется. То есть, чем больше человека любви, тем больше Бога. Вот этот человек богатый, вот этот человек богатый. А вытекающие вещи, такие как деньги, возможности, это само собой разумеющиеся вещи. Обязательно, они не должны быть целью. Это обязательные вещи богатого человека, человека, в ком много Бога. Но, к сожалению, как и учреждения, вот MBA, такие бизнес-школы ориентированы, ставят, учат, как зарабатывать. То есть есть потребность у человека, да, хочу много денег, приходи, мы тебя научим. Да? И все подводится к тому, что нужно, вот хочешь какие-то деньги, вот такие формулы делай. Но в итоге ты смотришь и понимаешь, что учат, что нужно к человеку для того, чтобы он тебе дал эти деньги, да, и приносил их постоянно тебе. Нужно делать по отношению к нему то, что делают, когда любишь человека. Я говорю, почему не сразу не любить человека? Почему не выбрать любимое дело? Почему не любить людей? Действительно, да? И вот такой был момент, где именно так хочется меньше ягать, но мне хочется, чтобы вы правильно услышали. В группе нашей, там где учился, да, на MBA, было 30 человек. Вот. И часто там обучают каким-то формулам, какие-то вещи. Все пытаются объяснить, но не все однозначно. То есть нету. То есть четкие вещи прописаны, любовь, тогда хорошо, все прекрасно понимают, что такое хорошо. И если такие формулы, они все время меняются. Никак ты не можешь применить, но у тебя начинают мозги в этом направлении работать. Да? И потом я выхожу и говорю, ребята, я один не понимаю эту формулу вообще. Не мы все понимаем. Понимаете, я сразу... Приходит такая штука, да, как я себе думал, что совсем другие законы работают, не те, которые как-то мы можем видеть. Но, кстати, через призму любви действительно правильно все видишь, очень правильно, как есть все на самом деле. Вот очень важно наблюдать за нашим отношением, что у нас происходит, да, что, через какую призму мы воспринимаем все, да, что мы хотим быть потребителями, да, или ищем, чтобы дать кому-то, да, совсем разные вращения. И с этими людьми говорю, вы знаете, я вот как бы на вас смотрю, у нас 33 человека здесь, да, и вы все формулы знаете, а я не знаю, да, и получается такая штука, что вы все на кого-то работаете, не все на кого-то работают, да, а я представляю рабочие места. Не знаю вообще ни одной формулы, понимаете? Но я люблю людей, которые ко мне приходят, да, и люблю, кто чем я занимался. Я однажды просто переломил и решил заниматься, думаю, так жизнь быстро пойдет, а буду заниматься то, что я люблю. А что же я люблю? Я думаю, я смотрю, 25 лет занимаюсь спортом. Буду заниматься спортом. Я не думал, что за это могут деньги давать. То есть тренировал, начал тренировать людей, люди обнимают тебя, говорят, спасибо тебе большое, и дают кучу денег. И уходят, думаю, елки, все так просто, очень просто, совсем все по-другому. И просто ты ходишь где-то и думаешь, как же кого-то надурить, грубо говоря, да, чтобы тебе дали деньги, и потом до следующего раза. Да. И весь маркетинг, я смотрю, маркетинг, кстати, и юриспруденция, я не знаю, как здесь, но нас учили там, где я учился, говорили, что все связано с психологией, философией человека. То есть идет такой манипуляционный эффект, потому что то есть идет война за отношения человека по отношению к какому-нибудь продукту или какой-то команде людей. И вот это необыкновенно именно за веру. То есть, да, и когда ты начинаешь что-то признавать, вот, например, увидел рекламу в Sony, ой, все, уже обеспечиваешь чью-то цель. То есть не свою, а тех, кто это основал, кто это повесил, кто создался в компании Sony, да. То есть живешь и обрабатываешь этот мир где-то, да. Но на самом деле ничего плохого нет. Очень много таких целей, которые нас окружают, они неплохие. Но мы платим за это своей жизнью. И все это очень хорошо, если мы найдем в своей жизни, очень важно не стесняться и не лениться ее найти. Это самую главную цель, самая важная должна быть цель, которая позволит нам быть удовлетворенными в конце
своей жизни, ни в коем случае не, ой, вернуть бы сейчас все обратно, я бы сейчас попробовал все, по-другому, да, должно быть без сожаления. Это очень правильная какая-то цель. И действительно, я не знаю, как в вашей жизни, в моей жизни начинаешь копаться, превращаешься, думаешь, наверное, пойду в церковь. Ну, не обязательно в церковь ходить, потому что все это, где мы находимся, это поле очень хорошее. Есть детки, да? И вот самый старший, ему 16 лет, и когда-то так, как меняется отношение, да, то, что с нами происходит, да? Когда ты начинаешь наблюдать, самому старшему говорю, ты знаешь, что так в возрасте, да, очень много перед тем я хотел поговорить именно с девочками, с ребятами или с женщинами, да, что происходит вокруг, да. Мы, посмотрите, каким-то образом разбиты на два лагеря, все время это есть деление, да. Даже верующие люди, все равно, там, я часто со мной не встречаюсь, со священниками, там, вот, есть женщины, которые, верующие, и решила служить женщина, здрасте, вот, например, все рухнуло. То есть не должно быть разделений, нужно очень понимать, это такое удовольствие, что мы разнополые, да, но воспринимать человека ни в коем случае не через призму сексуальности, потому что мы лишаем себя необыкновенно много, воспринимать всех как равных людей, а еще в итоге настолько влюбиться, чтобы понимать вот эти заповеди, которые говорят о возлюби Бога всем своим существом, кем мы на самом деле все являемся, да и ближнего, действительно, потому что когда ты начинаешь в это углубляться и понимать, приходит, наверное, каждому человеку откровение, что мы есть все одно. Это такое, это необыкновенная правда, потому что ни в чем другом нет логики. Все остальное, любые другие варианты бессмысленные. То есть нужно себя не обманывать, нужно однажды стать взрослыми и взять за свою жизнь ответственность. Именно человек, который берет, в конце концов, за свою жизнь ответственность, может называться взрослым. До этого момента мы все детками. Детками являемся. К сожалению, масса даже взрослых дедушек и бабушек, они до конца своей жизни боятся поменять вот эти свои ориентиры где-то и так уходят из жизни детками. И вот сынок мой, что я говорил, сынок говорит, ты знаешь, какая сложность вообще? Я вспоминаю себя, как становишься взрослым, да, вот эта озабоченность необыкновенная, чтобы у тебя так не было впереди, чтобы ты много не тратил в своей жизни на глупости всякие, да, я тебе найму профессионала, 12 лет, да, где-то, тебя всему обучат, и ты будешь вот, потом не распыляться, а жить чего-то добиваться, учиться. И потом приходит ему 14 лет и говорит, папа, помнишь, ты мне обещал? Я говорю, не, слушай, сынок, я хочу с тобой о другом поговорить, что это все ерунда. Вообще, на самом деле, правда совсем другая. И вот увидел такую штуку, хочу так именно поделиться с вами, потому что он начал ходить, заниматься вот, кикбоксингом, да, там, где-то. А я говорю, зачем ты туда ходишь? Зачем тебе это нужно? Ну, там драться, чтобы уметь защищаться. Вот очень важно понимать, что мы ожидаем. Если мы сразу хотим защищаться, то всегда мы притягиваем эти возможности для реализации этих вещей. Да? Он говорит, папа, кто к тебе говорит, ко мне не пристают. Не пристают не потому, что ты там большой где-то не приходишь, наоборот, всегда. Раньше приставали, да, там где-то полоть, чем-то там еще что-то, наоборот, говорит, ну даже если врагаешь, то это слово. Вот. И очень важный момент, когда мы выстраиваем свое отношение необыкновенно хорошее и пытаемся лучше увидеть в каждом человеке, когда мы не притягиваем негативных каких-то вещей. Это такое необыкновенное чудо, которое происходит, да, что именно нельзя говорить, что кто-то там виноват или какое-то положение вещей виновато. То есть все идет изнутри наружу. Это такое открытие необыкновенное, да, когда мы, меняя себя внутри и улучшая себя во всех отношениях внутри, улучшается одновременно весь мир. Это просто вообще, снова я с тобой хотел об этом поговорить, тебе не нужно будет где-то, да нет, вдруг девушки быстро там защитить, не будет этого. То есть происходит совсем все по-другому, да, где-то. То есть, но если ты будешь в это верить, ты все это себе притянешь. Точно это же. Если как смотреть на мир через окошечко с решеткой, то и мир на тебя смотрит точно. Да. Очень важно понять, да, что именно все эти призмы находятся в нас. И мало того, что мы являемся хозяевами этих призм, то есть мы можем иметь силу воли, даже не силу воли, а просто рано или поздно нужно стать хозяином своих мыслей. И в этом не виноваты наши родители. Никто нам дают определенную базу, масенькую, да, которая ориентирована на выживание. Но дальше мы должны знать, что должно произойти. В религиях это по-всякому происходит. Например, в христианской вере это происходит
в этот обряд крещения под воду человек, раз, ветхий человек со своей старой я-концепцией, но то, что ты с собой ассоциируешь, должно погибнуть, и новый ориентир, когда ты уже снова высвечник, понимаешь, что такое, где-то есть подсказки в виде заповеди, да, вот теперь живи. Ну, многие люди не могут отказаться от себя прошлого, как это, и все время такое было отношение, предательство само перед собой. И вот это смирение, понимание, что нужно отказываться от того, что не является нами, да, и быть ориентированным на лучшее, это просто необыкновенно лучшее, что можем сделать для своих родных и близких, для себя, и для всех людей, и вот этого мира, в котором мы живем в целом. Наверняка у вас в жизни были тоже неудачи. Ой, навалом. Как вы боретесь с плохим настроением и со стрессом? Как вы реагируете на людей, которые делают в вашей жизни? Я с ним не борюсь. Я с плохим настроением не борюсь. Я всегда прихожу на работу, мне все время говорят, слушай, с тобой так хорошо общаться, ты все время где-то, ну, однажды я понял, что то, о чем я сейчас говорю, что мы хозяева своего настроения, хозяева всего, хозяева того, что с нами происходит, типа, да, это все зависит от нас. То есть вся ответственность полностью лежит на нас. Нужно это понять просто. Да? И просто настраиваться, и потом это становится твоей неотъемлемой частью. Сначала это как в зал ходишь, я такой дистрофик пришел в зал вообще, ничего не могу. Ну просто ты ходишь, занимаешься, и потом раз с тобой происходит. То же самое и в позитивном отношении, во всем. Ну, именно все это время я об этом говорил. Начинаешь, выбираешь себе направление, как ты себя хочешь чувствовать, идешь с этим по жизни, выбираешь, знаете, как хочешь смеяться, натянул улыбку, или хочешь любить кого-то, да, делай поступки такие, которые делают, когда кого-то ты любишь, да, и ты начинаешь это испытывать. А потом это просто становится твоей неотъемлемой частью. Вы знаете, я хочу вспомнить слова одного мудреца, очень хорошего. Очень много людей рассказывает, как не нужно себя там вести, там, да, там, вот так, как нужно вести. И в итоге что происходит? Для чего это говорится? Потому что действительно нельзя сразу понять вот эту светлость, ну, истину, правду, какая есть, потому что должен быть какой-то переход. Очень важно общаться на языке понимания людей, как они понимают. Да, поэтому все люди, там, да, и Иисус, да, и Будда, да, они старались говорить именно на языке слушателя. Я так люблю вот это разговор и забыть, о чем говорить. То есть для вас как такового зла не существует? Точно. Вы именно в точку это вы сказали. Зла не существует. Я сейчас объясню почему. Я сейчас скажу то, что я не закончил. Помните, как мудрец один говорил, вы категорически разучитесь воспринимать что-то как негатив. Разучитесь вообще. То есть не боритесь с этим. Да? Сначала нужно терпение. Как любая привычка, когда курить начинал. Сначала это было в какой-то месте, там кашляешь, вообще невозможно. Потом уже не доходишь палкой, вообще куришь. Даже самая плохая привычка, а тем более хорошая. Когда ты понимаешь, я вот недавно хотел охарактеризовать привычку заниматься спортом, что происходит, да? Перепробовал все. Вот есть люди пьют, потребляют наркотики, да? И переживают там адреналин или какие-то, ну там, какие-то всплески, там, каких-то, я не знаю, временных позитивных эмоций. Но я подумал, чем же можно охарактеризовать занятие спортом? А это переживание тех же самых эмоций, необыкновенно хороших, есть такие хорошие, после которых нет сожаления. То есть ты не жалеешь вообще. После любой выпивки, после всех вещей люди с головой, потом жалеют, ой, больше никогда не буду, пока не забудешь об этом, и следующий раз. А спорт это все время, это просто необыкновенно. Но нет сожаления, и ты растешь постоянно. Там ты постоянно ломаешься до следующего раза, а здесь постоянно ты растешь. Что вы только что говорили? Вот вы сейчас сказали о том, что я не верю, что ну, как бы страх негативные эмоции, да, без негативно настоящие. Об этом говорят, это не я, как бы, я люблю об этом просто подумать, что слава Богу, что есть люди, которые не ленились нам писать и делиться своими откровениями. Об этом и Библия, и все, и Коран, и все говорят, да, весь смысл в чем? Что, я вам просто скажу, может это как-то так звучит немножко религиозно, да? Но помните, как говорилось, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Понимаете? То есть вот о чем задача, все заповеди к этому, а Бог вездесущ. Понимаете, что происходит? Получается, есть только Бог, раз Он вездесущ, значит Он везде, а Он является любовью. Понимаете? Значит, есть только любовь. И это такой необыкновенно важный критерий, с какой призмой мы идем по жизни. Да?
То есть если мы стараемся думать о любви, углубляться в этом, да, делать поступки, связанные с любовью, да, говорить о любви, да, тем больше мы становимся этой частичкой, которая в каждом из нас есть. Ее нужно взращивать. И тем больше мы умаляем ту часть, которая является не истинной, не настоящей. Это все, что связано с выживанием, со страхом, с негативом. Это как бы вот в чем вся дилемма, что этого нет просто. То есть это есть временно, и мы как бы на это смотрим. Вот то, что я говорил, помните, как жизнь дается один раз, жизнь проходит быстро, остается лишь только то, что было сделано с любовью. Все остальное исчезает. И в этом именно вся правда. То есть все временное, такое временно, только любовь вечна. Только все равно, если бы мы могли сразу заглянуть в перспективу где-то, и когда действительно приобретаешь вот, тенденцию просчитывать это, да, и можешь на миллиарды, ну туда дальше, куда это приведет, куда, и мы видим, на что мы ориентированы всегда, мы становимся всегда лучше в поступках где-то, да, более любящие где-то. И представляете, пройдет, ну, грубо говоря, там, 1000 еще лет, 2, там, миллион, обязательно все станет абсолютно. Почему не пробовать сегодня это реализовать? Почему давать эту возможность кому-то где-то, почему бояться сегодня этого платить, пускай это будет не восприниматься где-то предметно, да, стараться максимально быть любящим. Вот такой вот спорт. Все время просыпаешься и думаешь, так, что бы сделать для кого-то, так, кому бы помочь самореализоваться где-то, кому бы что-то сделать. Совсем по-другому я хочу вам рассказать случай, который мне вчера наступил. У меня приехали ставить камеры в зале, да, и вот человек, я пришел в этот офис, рядом сижу, и на стуле, да, то есть человек ковыряется в компьютере, и на стуле стоит мой холодильник, я всегда с собой еду уже, да, холодильник, да. И я вот по-разному посмотрел, то есть ему неудобно, он там ковыряется в компьютере, как выполняет работу, да. Я подумал, там надо поставить холодильник куда-то, ну, в другое место, да. А потом посмотрел глазами на это же, думаю, нужно убрать холодильник, не потому что убрать холодильник, а потому что, чтобы человек сел. И вот я посмотрел глаза, когда я ищу человека, чтобы ему было комфортно, все совсем меняется вообще. То есть в одном человеке ты смотришь по-разному. И этот мир такой прекрасный, и я подумал, что вырабатывается в этот момент, многие люди могут с этим не сталкиваться, необыкновенные процессы химические в организме происходят, то есть удовлетворение. Мы все сталкиваемся, люди ищут это в наркотиках, такие ложные моменты получаешь, и потом остаешься с дурой. Да, а это постоянный, который дает здоровье, хорошие отношения и хороший посыл не забирает твое здоровье. Там нет беспокойства, нет каких-то ссор или еще каких-то вещей, есть оздоровление. То есть происходит необыкновенное исцеление, то есть такой кайф необыкновенный. Пробуйте. У вас такая, слава Богу, что вы не учитесь торговать в Украине вообще. Я помню, пришел на семинар, который на спорт был выпускали. И обязательно думал, сейчас обязательно зададут такой вопрос. И ему говорят, а скажите, пожалуйста, а детки вам задают, а что именно водкой вы решили заниматься? Он такой хороший, все рассказал, водкой, все. Он говорит, я много думал за этот вопрос, и потом говорит, я просто подумал, что если я не могу отучить людей пить водку, тогда я буду выпускать самую лучшую. Ну, я считаю, что это вообще это оправдание. И мы как раз можем именно постоянно все свои поступки. Тут не в этом нужно расти, а нужно именно иметь смелость отказаться от каких-то вещей и быть ориентированным на рост. То есть не все могут, как бы, считают предательством себя. Это знаете, как у меня раньше было. То есть я в спортзале занимаюсь, тренирую, да, и руки 60 у меня раньше были, огромные руки, я стал в 2005 году мистером Бицепса. То есть и потом как-то так неинтересно было. Ну, никогда не хотел как бы выигрывать. Это буквально так произошло на соревнованиях. Объявили конкурс, мистер Бицепс, давайте, кто выиграет, не будет. Давай, ну, это что, давай. Ну, а в Киеве ходили легенды по залам, там, где большая шея раньше была, руки такие почти. Вот, но было такое, что приходишь в зале, занимаешься, тренируешь руки, а мне ребята подходят с руками такие, как пальцы. Ты знаешь, что ты неправильно бицепс тренируешь? Я говорю, ну, я не знаю, но я так. Никто не хочет понять и взять вот так на нее, то есть видит реально. Я думаю, что не, ну у тебя руки такие мои в твои влезут. Но почему тогда не делать? Человек очень тяжело отказывается от каких-то вещей, которые делает, не понимает, что этого уже нет. Мы так сильно держимся за прошлую жизнь, которой нет абсолютно. Это так мешает нам развиваться, это так тяготит этот мешок с поступками нашими, с ошибками, если мы делаем. Мы поэтому боимся делать ошибки где-то, потому что потом очень о них обдумываем, оправдываем всю жизнь. И это очень тормозит наше развитие. Это нужно это все отбросить в один миг вообще. А как это отбросить в один миг? А просто взять, принять решение, все отбрасывать. Абсолютно. И заниматься другим чем-то. То есть не ходить без ничего. Вы знаете, я сейчас вспоминаю, вот Артур Шапанова, да, говорит, для того, чтобы были широкомасштабные и глобальные мысли, все, что только нужно, это выбросить из головы пошлые и мысли о пустяшных. Все. И широкомасштабные глобальные мысли сами придут. То есть
настолько, да, человек может либо сразу ориентирован быть на что-то достойное, да, и тогда ты, знаете, есть такая, ну, как поговорка такая, то, на чем мы, это такой всемирный закон, то, на чем мы сосредотачиваем свое внимание, имеет свойство расширяться и захватывать свою жизнь. Вы заметили, вот бывает такой, кажется, негатив, кажется, ужас, особенно в школе, я помню, да, что было такое, что хочется повеситься, двойка, там где-то четверть, ты не видишь жизни вообще, все, конец света. И потом на что-то другое переориентировался, потом ты помнишь, что что-то было, только что ты готов был жизни лишиться, да, и не можешь вспомнить, что это было. Ты думаешь, что мудреца надо ему такая вообще. То есть всегда находить что-то хорошее, не только о нем думать, да, где-то ходить, или выбрасывать плохое. Но я думаю, что лучше не упираться, наблюдать это плохое, а лучше действительно надо учиться вообще воспринимать что-то негатив, сразу выискивать ту лучшую часть, которая в каждом из нас есть. Знаете, это не мы постоянно признать каждого человека достойным ошибок, потому что мы все растем, понимаешь, не нужно их бояться, потому что мы решаем себя жизнь, это абсолютно. То есть мы боимся обсуждения, что у нас будет. И, к сожалению, у нас есть уже такая ориентация, обращать внимание только на каких-то негативных вещах, да, хорошее мы не видим, мы воспринимаем хорошее почему-то как задолженное, обязательно вот плохое, ты помнишь там где-то, но четко нужно на это не обращать внимания где-то. И в первую очередь происходит такая штука, что тот человек, который видит в нас плохое, тут нужно не бояться этого осуждения, а нужно про себя сказать: я так тебя люблю вообще, так мне тебе жалко, что ты сейчас тратишь, что в его призме сейчас какашка, через какую он видит нашу жизнь, понимаете? То есть его должно быть жалко вообще где-то, человеки, родники вообще, как-то ему помочь где-то, то есть не бояться его осуждения где-то, а пожалеть, потому что проблема в том, кто видит плохое, понимаете? То есть они поддерживают существование вообще этого плохого, понимаете? И бояться абсолютно не нужно, потому что иначе оно никогда не исчезнет. Четко все время делать и делать. Давайте, вопросов много. Вы сказали, что вы с 7 до 17 курили, да? У нас сейчас... Лет, не часов. Естественно. Мне сейчас кажется, очень большая проблема у нас в стране насчет этого. Очень много молодежи, школьников курят. Скажите, как вы видите выход вот из этой ситуации? Что нужно воспитывать в детях, чтобы вот они не выросли, вот как наше поколение, там, вот сейчас поколение младше, там, с культом сигарет, там, вот, выпивки, знаете, что это вот показать, какой я взрослый. Знаете, что нужно делать? Вы знаете, я про это так думал, как же интересно вообще. У нас на самом деле необыкновенная дилемма, что наш весь бизнес и вообще все вокруг ориентировано на решение проблемы, связанные со следствием, понимаете? То есть хочешь похудеть, приходи, тебе правда отберем, приходи ко мне в следующий раз, скажите, и везде все там. Да, это проблема, потому что на самом деле никто не задумывается, не убирает причину. То есть причину сделать так, чтобы человек был доволен. Все у нас есть причина, и мы всегда хотим победить, но убрать проблему со следствием, она опять будет возникать. То есть никто не озабочен убирать причины, вот нужно об этом думать. Я как-то в школу, периодически приглашаю в школу, и детки говорю: детки, не смотрите, потому что я вспоминаю себя, и взрослые это авторитеты, да, но я, когда стал взрослым, я понимаю, что многие люди понимают, все понимают, что вредно курить, да, но не могут с этим сделать, не находят в себе силы потом это бросить. Я поэтому говорю, лучше не пробуйте, потому что хорошо, что вы можете отказываться от каких-то плохих привычек, но такая тенденция, что немногие это делают, понимаете, то есть не у всех хватает силы воли, знаете, поэтому лучше не пробовать. То есть не пробовать, знаете, не искушать, не испытывать себя, это зачем? То есть нужно понимать, вот тут нужно, конечно, обращать внимание в причину. То есть мы постоянно боремся со следствием, этому нет конца. То есть это будет постоянно, и мы как бы перебираем, и приходят следующие, которые борются со следствием, хотя нужно смотреть в корень, есть какая-то причина обязательно. Есть причины. К сожалению, у нас поддерживается, значит, у нас, вот вы прекрасно понимаете, юриспруденция, да, тоже вся построена на психологии и философии. Действительно, так и маркетинг. И действительно очень сложно. Если что-то там не подпадает под закон, да, значит никого этого и нет. Да. Преступления нет абсолютно, хотя оно есть там, да. Это у нас дилемма, у нас есть какие-то такие вещи, тут очень глубоко, конечно, нужно пытаться. Но это именно только вы сможете сделать, да, чтобы было что-то больше, чем написано там где-то, да, чтобы было вот это отношение где-то, чтобы были какие-то ценности действительно, потому что у нас это может радикально меняться. То есть это было хорошо, только что за это тюрьму, сожаляю, что это уже бизнесмены, например. У меня есть друг, который 2 года в тюрьме сидел, ну, как знакомый, да, за бизнес. А я сегодня бизнесмен, а сейчас уважаемый, как люди, нормально. И вот это, конечно, такие вещи.
ничего с этим нельзя поделать. Но стараться своим деткам, потому что как мы их никто не научит, очень важно своим примером. Свой пример, потому что мы можем пытаться все время говорится, но ты знаешь, конечно, вы мне там же нужно, конечно, самое лучшее это быть собственным примером. Собственным примером. Или хотя бы признавать свои ошибки, не оправдывать. А я люблю просто курить, а мне так хорошо где-то. Тут никто, кто не курит и не пьет, то здоровье не помрет. Выдал какие-то. Или там, чтобы люди не выбирали себе цели, придумали, там уже посадить дерево, построить новый медицину, а все остальное свалим на судьбу, понимаешь? То есть не нужно тебе ничего не предпринять, просто плывешь по течению, так удобнее всего для тех людей, которые над всем этим находятся. Да, то есть не нужно какие-то предприимчивые, то, что называют бунтари, да, где-то, что немножко мешают. Нужно так, чтобы это все обрабатывать, какие-то раньше поставленные цели. Вот и все. Собственный пример, конечно, стараться, я же поэтому и говорил. То есть лучше, не нужно стараться менять вот эта ориентация, но через это нужно пройти, поменять внешний мир. Здесь, знаете, все вспоминали с Библии, там пишется, что толку из той соли, если она не соленая. Ее выбрасывают вообще на улице, если она не соленая. Здесь важно, понимаете, или да, я буду так плохо делать, потому что вот тот нехороший, поэтому я так себе веду, или вот посмотрите направо. Четко на каждом человеке ответственность. Лучшее, что мы можем сделать для окружающих людей, для детей, для всего мира в целом, для всего вообще, это всегда совершенствовать себя во всем. То есть всегда. Это так осмысливает жизнь вообще. Это так вкусно живется. То есть ты не выживаешь, а ты живешь. Ты постоянно это улучшаешь, что-то ищешь, понимаешь. Это ориентация, которая тебе и поиск самого лучшего где-то, да, и внедрение это в себя. Это самое лучшее, что может быть. Просто мне не знаю, об этом говорить, я раньше тоже об этом много читал, казалось, что какой-то бред где-то. Нужно просто это начать пробовать, и просто начинаешь понимать, обыкновенное чудо происходит, это все меняется. Просто меняя себя, меняется все вокруг. Круг друзей, круг, ну если он не один, например, да, то есть это само как-то отношение людей, да, как-то так все, я даже не могу объяснить, что происходит, но именно происходит просто все, что хочется сразу встать на колени и сказать, ох, все, я тебя люблю вообще, я буду слушать, что ты, понимаете, потому что... Какую вы литературу читали, какие книги вам помогли? Вот, кстати, вот такая вот вещь, потому что я раньше не знал, что же я могу делать вообще, как же дальше быть. Я понимал, что недостаточно мне какой-то информации. Я уже нищий, да, но здоровый. Думаю, что же делать? Захотелось каких-то денежек, каких-то возможностей. Я думаю, ну буду чем-то заниматься, потому что постоянно я отложил это на потом. Да, это, кстати, огромная дилемма, постоянно отложить все на потом. Вот эти цели, если бизнес ориентирован, вот тебе надо новые солдаты, Мерседес. Вот, опять уже цели, а вот тебе еще там, да, это может конца. А многие не доходят до этих целей. Да. Так вот, там, квартира или еще там что-то, так и сгорают по пути. Или ответственность, или судьба. Вот мне так нравится, как люди, вот, кстати, я говорю о невежестве, да, вот как люди говорят, ну, тот попал в хорошую струю, поэтому ему хорошо. А я не попал. Мы одинаковые, но я не попал в хорошую струю, а тот попал в хорошую струю. А сейчас понимаю, да, я люди ко мне приходят на работу, ребята, понимаете, если кто-то что-то имеет или кто-то что-то не имеет, на это есть причина, понимаете? Я был в том положении, и в другом положении. Я понимаю, что все у нас. И только начиная менять себя, понимаешь, то есть ты приобретаешь возможности, да, и решаешь. То есть не нужно валить все на судьбу, это все развод чистый. Все четко на нас ответственность. Если мы не можем просчитать, я вот людям говорю, люди приходят на работу, если вы не можете просчитать логическую цепочку, это не значит, что ее нет. Понимаете? То есть это всего лишь ваше невежество. Она есть, понимаете, нужно расти. Я покупал книжки, я купил книжки, думаю, там, менеджмент и обязательно духовность. Мне очень важно было, чтобы это все, миксовать, микс делать. Раз, и оно постепенно читаешь, на самом деле, что происходит? На самом деле происходит, когда мы читаем, мы все вспоминаем. Иначе, если бы мы это не знали, то мы бы не понимали эту связку слов. Вот, например, если человек никогда в жизни золота не видел, да, ему покажи, отличить, что из этого золота, да, и не слышал, не сможешь определить. Если мы даже Ницше можем цитировать, читаешь, да, и понимаешь, куда он клонит, да, это говорит о том, что мы сейчас просто вырвались из суеты и вспомнили, оно все у нас есть, да, а эти нам люди помогают вспомнить. То есть такая необыкновенная штука, что мы можем все понимать, да, углубляться в России. Это просто супер. Я ответил, может? Ну, почти. Можно еще вопрос? Да. Если бы у вас был шанс вернуться в прошлое и что-то исправить, вы бы им воспользовались или все-таки прошлое это прошлое?
такой сейчас шанс вернуться в прошлое, мы когда сегодня разговаривали об этом. У меня есть ребеночек, ему 3 года, да, и я так, как бы, знаете, мы так думаем, как же вас хочется очень правильно, хорошо воспитать. Я здесь понимаю, что на самом деле воспитывает он меня. Я так в нем многие вещи вижу хорошие, потому что он чистый, еще не испорченный. Я тут думаю, как бы так сдерживать себя, чтобы его не сломать. То есть не страхать, не ограничить, что сделали со мной и что делают. Вообще, это передается. Вот этот мир, он передается из поколения в поколение. Чтобы он сам развивался где-то, да? Где-то подсказывать, что здесь, чтобы он мог не мешать. И таким образом, как бы, у нас всегда есть возможность, деточки наши, не обязательно это наши, это может быть где-то еще, это может быть человек, который пришел к вам на работу устраиваться. Да? Это все всегда понимает, что это все одно существо вообще. Да, и мы являемся этого существа частичками, как клеточки в нашем теле. Да, это все просто меняем. Все просто необыкновенно осмысливает. И ты просто ты становишься такой хороший хлопец. Начинаешь ходить, рассказывать. Слушайте, вы довольно хорошо физически развиты, в то же время несете позитив. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к рукоприкладству, как к методу решения спора? Это вообще плохо. Ну, мне тем более отец, у нас 4 детей, мы не батя так дубасил вообще. Но сейчас, знаете, появляется любовь, я все хочу приезжать, там, помогать, там где-то приехать. И думаю, мало ли, потому что многих вещей с нами бы не произошло, если у нас не было, то есть мы бы не понимали. Не дубасил бы, да, я не понимал, что это плохо, да. Так дубасил, что вообще причина без причины просто. У нас 4 брата было, у нас такой шахтерский городок, где-то и все так. Но есть ли ситуации, когда надо? Нет, таких ситуаций нет. Вот я в той ситуации абсолютно, наверное, поддерживаю вашу концепцию, но Кравчук лишь получил когда-то по шее эмоции. Ну, я сейчас скажу, вот, например, что говорится о рукоприкладстве, то очень важно находить хорошее. Если мы не видим в человеке что-то хорошее, знаете, я сидел как утром, я написал, думаю, боже мой, вообще мы людей, самых близких своих людей рядом, истина, ну, по-настоящему можем любить, имеется в виду 100% любовь. Любовь – это, безусловно, безграничное чувство. И вот истина можем своих близких людей любить только тогда, когда мы любим всех людей, которые были, есть и не будут, вплоть до Гитлера. Вообще, без исключения. Понимаете, вот это называется истинная любовь, четкая. Все остальное, если хотя бы мы люблю, но вот здесь не люблю, да, это много очень примеров говорится и в Библии, да, помните, как говорили, что пастырь, если потеряет одну овцу, поставит 99, ну пойдет ту одну, да, потому что тоже все совсем не то, ну, что проповедуется, да, то есть 100% вариант, все остальное уже предвзятости какие-то вещи, поэтому очень важно, не может быть человек виноватый, да, если мы выходим из себя и видим что-то плохое, в этом проблема в нашей призме, выбери хорошую. Видите, в нем, знаете, у нас, вот я буквально позавчера встретил одну женщину, да, и она там доцент, профессор, да, и вот она учит у нас в клубах вести лекции, и вот она мне напомнила такую штуку, что одна женщина говорила, что жить мы можем только с любимыми людьми. Она говорит, вы знаете, что жить можно только с любимыми людьми? С любимыми людьми. А я, вы знаете, ну в чем это самое, да, мы вместе поговорили, тут главное слово «жизнь», да? То есть получается, мы действительно жить можем только с любимыми людьми, если мы их любим. Если мы людей не любим, а по-другому, мы занимаемся выживанием. Вот это понимание, с чем мы просыпаемся и идем дальше, с чем мы идем по жизни. С призмой на выживание, как это делает большинство, или с призмой на жизнь, да? И многие люди не понимают, что имеется в виду выживание, поскольку мы сами являемся этой чистотой, да, вот этой жизнью, четко, да? Выживание – это выживание себя и жизни. Нужно понимать, что эти поступки забирают беспокойство, все эти вещи негативные, происходят такие химические процессы в организме, что вырабатываются нехорошие вещи, которые в итоге забирают наше здоровье, делают более злыми. И мы считаем это как бы как старость, да, взросление, типа, да, обязательные вещи, это не обязательные вещи. Обязательные вещи – это во всем растешь, ну, абсолютно развиваешься, становишься еще лучше, класснее. А по поводу Кравчука, это шоу-бизнес, чтобы вы понимали, да. Весь телевизор, который мы с вами смотрим,
детям, все ориентировано на психологию и философию людей. Да. Есть люди в шоу-бизнесе, они зависимы, то есть вынуждены пиариться, да, постоянно, чтобы обращать на себя внимание. Есть же закон, о котором я вам говорил, что то, на чем мы сосредотачиваем свое внимание, имеет свойство расширяться и складывать всю нашу жизнь. Поэтому очень много людей, к сожалению, когда мы начинаем выбирать свои цели, и все цели являются нашими. Это всего лишь продолжение чьей-то цели. Любая мощная цель, я говорю, начало может быть только если любовь, это полностью ставит. Все остальное это выживание. Все остальное это воплощение в жизнь чьей-то цели. Когда мы являемся винтиком только этого. То есть понимание и углубление, когда мы об этом думаем, понимаем, то есть ты начинаешь задумываться, стоит ли этим заниматься, да? Начинаешь выбирать где-то, ну и опять приходишь там. И вот с Карчуком у меня есть мой кум, который раньше тренировал Карчука, да? Вот, он говорит, слушай, там есть такой проект где-то, да? То есть Карчук забытый где-то. Но тут не нужно, мы сейчас ни в коем случае не занимаемся никаким обсуждением, это игра. Да? То есть есть игра, но нужно это осознавать. То есть что, это игра, да, где-то нужно и понимать, потому что как бы, я на самом деле не признаю, люди идут там в футбол, да, там играют где-то, да. И вот как-то себе, я писал песенку, хочу там спеть песню на Евро 2012, да, ну всегда там кубка где-то, я люблю очень петь. Вот, и написал песенку и думаю, какой же посыл такой, что бы мне хотелось сказать людям, да. И мне, знаете, я так подумал, и пришел к тому, что, наверное, очень важным посылом, да, является то понимание, что действительно настоящей победой является эта победа над самим собой. А что же это такое? Как это? Что имеется в виду победа над самим собой? А вот победа над самим собой – это не желание кого-то побеждать. Ну это супер вообще. То есть это все просто меняет. Совсем по-другому. То есть нету желания. Да, я поэтому были когда у них патриоты где-то. То есть я приезжаю, ребята, это же проект, это шоу, нужно вместе встречаться, вот звезды все вместе, спортсмены, когда мы вместе все были, это шоу-бизнес. Давайте пообщаемся, поговорим, были разные страны, все какой-то бой там, искренне так хотят там на завоевать, что хотите. Да, что мы сюда попали, это уже победа. Как бы, да, выбрали нас, да, и считалось там лучших там, спортсменов, лучших там в шоу-бизнесе, да, это уже победа. И давайте людям покажем, правду, когда поиграем, чтобы это было весело, смешно, никаких вот этих где-то нет, все равно, как это нужно, чтобы переживания. Я думаю, люди действительно хотят. Почему? Потому что большинство людей любят сериалы, например, смотреть, да? К сожалению, переживают эмоции по-настоящему. То есть получается такое испытывает ощущение удовлетворения. То есть эти все эмоции да, нужно переживать в жизни, действительно, любовь, какие-то вещи, помощь другому, там, еще что-то. То есть расти постоянно. Ну, в реальности. А на самом деле получается удовлетворение, все можно пойти по огороду покопать, да, и все, до следующей серии. И это дилемма просто необыкновенная. И любовь к романам, когда почитать там где-то. Хорошо, когда ты хочешь это потом применять, и когда ты по этим живешь, как ты будешь становиться, это все, получается, какой-то нейтрализован. Ну, что-то такое происходит, тебе больше не нужно. Когда ты не будешь где-то что-то мешать, ты не будешь таким необыкновенно предприимчивым. Я всегда вот в этот момент вспоминаю, как вы знаете, в Америке, допустим, есть помощь, к примеру, да, попробуй нам в месяц давать $1000, но мы никогда в жизни не будем работать вообще. Да, нормально все. Большое число людей никогда не будут там что-то добиваться, предпринимать, потому что решенные вопросы их не минимальные. Кушать, там, одеться, вся, да, и нейтрализована очень большая часть людей. Поэтому вот с Карчуком, да, о чем мы говорили, это была просьба. Слушай, есть такая, хочешь поучаствовать? Там мне еще должны были на голову пиво выбросить. Я только без пива, на голову не надо, не были. И у нас такой смешной случай был, мне просто нравится, как это все снимается. Потому что я перечислил актер, да, и в 6 фильмах снялся. Вот такие роли, что незаметно. Вот. И здесь пришел, мне было интересно, как это все делается. Ну, там целая организация, как пишут, это желтая пресса, все там оттуда пришли. И давай, якобы там я с девушкой, кстати, там моя же супруга была. Там тоже. Это же как бы к ней подошли, я при этом подошел. И произошло так, что нужно было, чтобы люди обратили на это внимание. То есть здесь все понимали, что, потому что многие так и отреагировали, видно, да, где-то. Но любая реакция – это привлечение внимания, нужно было внимание, поэтому там нет никто, если это не обман, как бы, да, это игра, а человек сам выбирает, обращать на это внимание или нет, вот и все, понимаете, то есть никто, то есть а ему, конечно, нужно к себе внимание. И получилось такое, что да не правильно, нехорошо, нужно так же.
нужно по-другому. Ну, он, конечно, так играть умеет, уже так падал настоящий, говорит, ты молодец уже, к сожалению. Но на самом деле, это все, ну, как и многое вообще на телевидении и в писанине, все искусство делается для того, чтобы быть интересными и привлечь к себе внимание. Ну, тоже нужно заслужить. Раз мы на это обращаем внимание, значит, нужно этим людям сказать большое спасибо, хоть как-то нас развлекать, иначе мы это не видим, были бы заложены временем вечным. И это хорошо, если мы чем-то озабочены, там занимаемся другими. А раз мы увидели, ну вот видишь, что-то произошло в нашей жизни. Так что, руки 15 плохо. Подойдете после этого всего.